Глава 76. Переговоры и вспышки. После нескольких переговоров между сектой Семи Тайн и бандой Одичавшего Волка они договорились встретиться вместе под названием «Крутой песчаный склон», располагающимся между двух границ. Банда Одичавшего Волка предложила, чтобы на переговорах обе стороны выдвинули по одному представителю с высоким авторитетом. В ином случае эти переговоры не будут иметь смысла. Это условие не вызвало бури негодования в секте Семи Тайн, так как это было нормальным условием для переговоров. Конечно, ни одна из сторон не готова отправлять своих высокопоставленных участников в столь опасную ситуацию. Секта Семи Тайн в лучшем случае отправит заместителя лидера секты, а банда Одичавшего Волка отправит члена аналогичной вспомогательной позиции для поддержания своей репутации. Следовательно, данное условие не было проблемой. В результате обе стороны договорились о дате проведения переговоров, и когда этот день пришел, обе группы разослали приглашение сотни членов присоединиться к собранию. Для того, чтобы подготовиться к возможной засаде от банды Одичавшего Волка сектой Семи Тайн, был выработан тщательный план для участвующих в переговорах. В дополнение к команде делегатов, которая состояла из 5 членов, из оставшихся 100 членов секты образовалась большая эскадра во главе с вице-лидером секты Ву, вторым по силе членом секты. 100 членов секты были специалистами высокого уровня внутри секты. Они были известны как защитники и считались представителями основного раздела. Этот раздел включал в себя несколько старейшин, руководителей подразделений, людей высокого ранга и прочих. Эскадрилья была сформирована из таких уважаемых членов, что действительно казалось, будто грядет грандиозная битва. С таким количеством экспертов, образовавших процессию, даже если вся банда Одичавшего Волка нападет сразу, она, вероятно, не сможет победить секту. Каждый член секты Семи Тайн, от высших до низших членов, чувствовали большую уверенность. Таким образом, если появится намек на грязную игру, участники переговоров смогут получить помощь от таких высококвалифицированных мастеров боевых искусств, что они быстро вырвутся из ловушки и вернутся на свою территорию, где бесчисленное число братьев секты, ответственных за прием, обеспечит им безопасный отход. Ли Фэю тоже добровольно присоединился. У него, кто не имел много времени, чтобы жить, росла жажда возместить это время, жажда опасности. После переговоров отряд из почти половины секты Семи Тайн, из ее лучших специалистов, отправился в путешествие. Для них эта поездка займет не менее 1,5 месяца и будет медленной и трудной. Хань Ли не придавал этому вопросу особого значения. Ему был безразличен успех переговоров. Он собирался покинуть это место для внешнего мира, умерить себя, так что какая ему разница на взлет и падение секты Семи Тайн. Пока они не привлекали его, он был слишком ленив, чтобы заботиться об этом. Поэтому в те дни, когда эскадра отбудет для переговоров, он оставался спокойным и неторопливым касаемо ускорения роста лекарственных трав, которые могут потребоваться ему в будущем. Кроме того, он начал собирать некоторые семена драгоценных трав, готовя их для будущего использования. Хань Ли уже решил, что после того, как команда делегатов вернется на гору, он официально попрощается с некоторыми членами секты. Если главные члены секты не желали его отпускать, раскроет свою истинную силу перед ними, чтобы показать, что они не смогут его удержать. На самом деле, Хань Ли беспокоился, что его уход доставит множество неприятностей его семье. Поэтому он решил показать секте всю свою мощь перед уходом. Касаемо оправдания, Хань Ли потратил много времени, чтобы продумать его до конца. Все, что ему нужно сказать, это что он соскучился по доктору Мо и отправляется искать учителя. Хань Ли не волновало, поверят ли ему другие или нет. С той силой, которая его поддерживает, как он вообще мог беспокоиться о том, что они думали, когда Хань Ли размышлял об этом, он не мог не улыбаться. Нынешний Хань Ли мог отнять жизни у нескольких членов секты по щелчку пальцев. Конечно, это были лишь мысли. Он не собирался делать ничего резкого, как убийство членов секты. Но Хань Ли не предполагал, что через 4 дня после переговоров в его дом ворвется бедно одетый человек с длинными и спутанными волосами, с ног до головы в пыли.
Его глаза были налиты кровью, он хрипло сказал ему на одном дыхании: «Переговоры закончены. Мастер Ву, протекторы, освященные старцы, старцы. Они все мертвы». Хань Ли был ошарашен, услышав это, но прежде чем он даже успел открыть рот, чтобы задать «Дю!», вдруг откуда-то с горного хребта острые и проникающие звуки тревожно загремели в воздухе. Банк-банк. За этим последовала другая волна приглушенного часового предупреждения. Донг-донг. Динь-динь. Пен-пен. Предупреждающие звуки, раздающиеся в том же порядке, следовали друг за другом на фоне бесчисленных криков битвы, поднимаясь и распределяясь последовательно по всей горе. Среди шума был слабый отзвук оружия, сталкивающегося друг с другом. В один момент вся гора, которая была покрыта безмятежными облаками, окрашенными красками заката, стала гигантским полем битвы, где многие участники были убиты. Лицо Хань Ли изменилось. Он не смог продолжать слушать, что мужчина говорил перед ним, и он мгновенно оказался вне резиденции. Хань Ли быстро посмотрел во все 4 стороны, нашел самое высокое здание и, слегка топнув ногой, его тело оказалось на крыше здания. Затем он посмотрел вдаль за пределы долины. Его лицо стало очень неприглядным и мрачным. Недалеко, в пределах его видения, горы, казалось, были наполнены огнем, который достиг небес, люди метались и сверкали беспрерывно мечи. Кроме того, там везде были звуки близкого боя. Предупреждающие звуки, которые раздавались, слились с гневными криками массы шума. Услышав ветер за спиной, он спросил, не поворачивая головы: «Ли Фэю, это банда одичавшего волка?» «Да». Кто бы мог подумать, что они все спланировали так тщательно. После уничтожения почти всей команды по переговорам, они сразу же переехали в горы, чтобы убить оставшихся в живых. Пыльным информатором с длинными и спутанными волосами был Ли Фэю, который уехал 4 дня до этого. Его нынешний голос содержал сдерживаемый гнев, не желая осознать действия банды одичавшего волка. Глава 77. Противодействие. Но вот что странно, как они прорвались через караул заставы, окружающей горы. Когда мы вернулись на гору, мы точно окликнули часовых, чтобы они были в состоянии повышенной готовности, Ли Фэю сказал себе, полный сомнений. Здесь нет ничего странного. Банда уже давно планировала этот серьезный штурм. Тайно вводить шпионов в часовые — легкое дело. Для разведчиков было легко бесшумно захватить сторожевые посты, сказал Хань Ли. Но если бы банда одичавшего волка хотела внедрить людей в разные отделы, это было бы невозможным. Я думаю, что они планируют окружить все подразделения на горе, но не нападать на них. Потом они соберутся, и все эксперты сконцентрируют свои атаки на главный отдел в месте встречи Солнца. Они должны только захватить или убить лидера секты, и остальные последуют их примеру. Так что же нам теперь делать? Мы должны перейти к месту встречи Солнца. Вопросы Ли Фэю нетерпеливо следовали один за другим. Хань Ли молчал. Спустя некоторое время, вдруг он повернулся к Ли Фэю и веско сказал: «Ты все еще не сказал мне что-то важное». Среди членов делегации было так много высококвалифицированных специалистов, как они могли быть полностью уничтожены. Логично, что у банды одичавшего волка не было столько силы. Услышав эти слова, лицевые мышцы Ли Фэю напряглись на мгновение, и он не мог не высунуть язык, чтобы облизнуть потрескавшиеся губы. С оттенком горькой улыбки на лице он сказал: «Они стреляли быстро и последовательно из арбалетов. Эти арбалеты были военного типа. Быстрая стрельба из арбалетов военного типа». Все верно. Это был наш второй день с тех пор, как мы покинули гору. Мы шли в поле, и так как мы были на нашей территории, все было довольно спокойно. Вдруг бесчисленное количество членов банды одичавшего волка появилось со всех сторон, и у каждого в руке был арбалет. Вскоре небо было покрыто дождем из арбалетных болтов. Это было внезапным ударом, так как ученикам не хватило навыков боевого искусства укрыться от хаотического дождя из болтов.
Лишь немногие эксперты боевого искусства или особые счастливчики смогли увернуться от первой волны, но у многих были травмы, которые немного ослабили их навыки боевого искусства. Я тоже один из тех, кому повезло, в противном случае я бы не вернулся. До этого момента было видно, что Ли Фэю переживал этот страх, и его глаза бессознательно выдавали это. Кажется, образ дождя из арбалетных пуль вызвал довольно бурную реакцию у Ли Фэю. После залпа появились другие специалисты, и все приняли участие в ожесточенной битве. Остаток наших сил решил разорвать наши формирования, идущие в разные стороны, чтобы увеличить наши шансы на выживание. Мне очень повезло. В глазах противника я был не первый в списке, так что лишь несколько человек с не очень глубокими навыками боевого искусства выступили против меня. Но так как я торопился, я обнаружил, что банда одичавшего волка накрывали наши блокпосты один за другим в быстрой последовательности. Они ждали тех, кто вырывался из засады, чтобы поймать их в ловушку. Попав в ловушку 2 раза, я не осмелился идти искать помощь. Так как я хотел знать о положении других членов секты, я позже прокралась прямо в засаду банды одичавшего волка с нашими людьми, одетыми в синюю одежду. От главного я узнал, что вице-лидер секты Ву и ряд других старейшин уже погибли в бою от рук бесчисленных экспертов, которые окружили их, остались лишь те, кто сбежал, как я, который считается слишком слабым и не слишком важным. Узнав эту новость, я не смел медлить и со всей силой бросился назад, вверх по горе. На полпути я случайно познакомился с другими 2 людьми, которым, как мне удалось избежать смерти. Вместе мы продолжали бежать в течение 1 дня и 1 ночи, наконец, возвращаясь к горе. Когда мы вернулись, остальные 2 остались на месте встречи Солнца, чтобы уведомить лидера секты Вади ад-Давасир, что команда переговоров была полностью уничтожена. Я подготовил оправдание, что я должен исцелить свои раны, и тайно приехал на встречу с тобой для обсуждения нашего контрудара. Хотя вице-лидер секты Ву и многие другие погибли во время засады, нескольким ученикам удалось скрыться. Наш статус в секте является ни высоким, ни низким. Кто знает, будет ли высшее начальство движимым яростью и возложит ли всю вину на нас, сделав нас козлами отпущения. Хотя я еще не все тебе рассказал, банда одичавшего волка держит свой путь в гору. Ты должен сказать мне, что мы будем сделать прямо сейчас. Ли Фэю сказал все это на одном дыхании с беспомощным выражением лица. Услышав это, Хань Ли нахмурил брови и склонил голову в раздумьях. В этот момент звуки побоища стали более интенсивными, и время от времени крики умирающих людей заставляли дрожать тех, кто их слышал. «У тебя еще есть подчиненные на горе?» — спросил Хань Ли. «Да, у меня еще 20 подчиненных, расположенных в нескольких домах в районе места жительства старейшины Ли. Изначально я планировал взять их, чтобы уладить некоторые вопросы после возвращения группы переговоров. Ладно, тогда мы сначала пойдем к резиденции старейшины Ли, чтобы собрать остальных, а также воспользоваться возможностью, чтобы встретиться с госпожой Чжан Сюэр и старейшиной Ли. Что касается нашего следующего шага, мы примем решение после того, как мы узнаем больше о ситуации, спокойно сказал Хань Ли, мысля на редкость рационально. Хорошо, я послушаю тебя. Из-за этого хаоса снаружи я очень переживаю за Сюэр. Ли Фэю воскликнул немного обеспокоенно. Хань Ли взглянул на Ли Фэю, совершенно в недоумении относительно его мыслей. С одной стороны, Ли Фэю был чрезвычайно обеспокоен Чжан Сюэр, но с другой стороны, он ясно понимал, что ему осталось недолго жить, но он все же упорно хотел жениться на ней, четко осознавая, что она станет вдовой. Это противоречивый человек. Хань Ли тайно дал своему хорошему другу не столь приятную оценку. Хань Ли слегка подпрыгнул и спустился с крыши. Вскоре после этого Ли Фэю последовал за ним вниз. «Позвольте мне идти собирать вещи, потом мы сразу же уйдем». «Хорошо, но ты должен торопиться. Я очень беспокоюсь о безопасности Сюэр». Услышав это, Хань Ли мог только оставаться безмолвным.
Другой постоянно бормотал сюэр, что звучало очень сентиментально и заставляло Хань Ли чувствовать презрение, смешанное с ревностью. Хань Ли больше не обращал внимания на влюбленного Ли Фэю. Он не лез ни в свое дело и вошел в свой дом, начав быстро собирать вещи. Глава 78. Побоище в лесу. «Ты закончил?» Не удержавшись, поспешно спросил Ли Фэю Хань Ли, увидев его, выходящего из своей резиденции. Хань Ли взглянул на Ли Фэю прежде чем идти в другой дом, и, закрывая дверь, холодно заявил: «Кривая душа, выходи. Сегодня все будет зависеть от тебя». Не успел Хань Ли договорить фразу, как разнесся звук «пен». Деревянная дверь распалась в пыль, вошла тень огромного тела. Ли Фэю замер, не в состоянии поверить своим глазам. Он смотрел на этого огромного гиганта, который излучал демоническую ауру. Однако капюшон был надвинут на его лицо, скрывая его черты. Огромный гигант молча шел за Хань Ли. «Поехали!» — улыбнулся Хань Ли. Теперь была его очередь звать Ли Фэю. «Ой!» Ли Фэю ахнул, как будто он только что проснулся от удара. У него было странное выражение, он посмотрел на Хань Ли и гигантскую тень и молча вышел из долины. Хань Ли уставился на спину Ли Фэю и засмеялся, прежде чем ускорить шаг, догоняя своего друга. Кривая душа внимательно следил за ними. Хань Ли был очень доволен реакцией Ли Фэю. Это объясняется тем, что у них обоих было взаимное уважение к частной жизни. Это тоже было одной из причин, почему они стали такими близкими друзьями. Их скорость была очень быстрой, и в мгновение ока они уже подошли к входу в долину. Как только Ли Фэю поднял ногу, чтобы шагнуть в лес, Хань Ли внезапно протянул свою правую руку и положил на плечо Ли Фэю, что не дало ему двигаться дальше. «Что ты делаешь?» Ли Фэю спросил, растерянно и недовольно. Он был очень встревожен. «Кто-то идет, и это не один человек», — Хань Ли тихо объяснил. Ли Фэю был в шоке и сразу же сосредоточился, чтобы слушать, но даже спустя долгое время он ничего не смог услышать. Хань Ли видел подозрение в его глазах, но проигнорировал этот взгляд и не дал объяснения. «Ты». Ли Фэю открыл рот, Хань Ли резко поднял палец, поместив его на губах, и показал Ли Фэю молчать. Ли Фэю нахмурил брови. Он крайне неохотно, но решил послушать Хань Ли и промолчал. Прошло какое-то время. Изумление и раздражение Ли Фэю росло, и он повернул голову, посмотрев на Хань Ли. Наконец он услышал звук многочисленных шагов. Казалось, там действительно была группа людей. «Инфарсер Сун». А рядом лес, колоколообразная долина и небольшая дорога. Кажется, это долина руки Бога, о которой заместитель командующего сообщил нам. Дерзкий звонкий голос раздался со стороны леса. Действительно. На карте тоже обозначена эта огромная долина в форме колокола, ошибки нет. Это то место. Ты лучше вспомни, какой порядок выдал командир. Мы должны похитить божественного доктора живым. Никому не позволено обижать его, в противном случае это лицо будет наказано в соответствии с правилами банды. Понял. Еще один резкий звонкий голос раздался, похожий на голос наседки, разговаривающий с птенцами. Да. Да. Серия подтверждений прозвучала в момент, и, судя по голосам, что ответили вслух, там не должно быть более 10 человек. Их дыхание казалось довольно сильным, должно быть, это были мастера боевых искусств. Помимо инфорсеров в синей мантии, остальные представляли элиту банды одичавшего волка. Боец в синей мантии сродни нашим протекторам, а элита сродни нашим ученикам, Ли Фэю пробормотал, понизив голос, объясняя это Хань Ли. Ли Фэю знал, что его друг ни разу не выразил интереса к заботе о делах своей секты, поэтому он не мог быть не озадачен тем, как Хань Ли смог заметить звуки шагов с такого большого расстояния. Он решил использовать время на то, чтобы объяснить ситуацию и способности этих людей, предупреждая Хань Ли от легкомыслия. Хань Ли, услышав слова Ли Фэю, мгновенно понял, что Ли Фэю пытался донести. Он слегка улыбнулся и ничего не сказал. Посмотрев на его лицо,
Можно было подумать, что Хань Ли был очень равнодушным. Ли Фэю все больше и больше тревожился. С моей нынешней силой у меня нет никаких шансов одержать победу в столкновении 1 на 1 с человеком в синем одеянии, не говоря уже об элите, окружающей его. Я знаю, что ты обычно имеешь много хитрых планов, но перечисли мне все идеи, что у тебя есть. Иначе скоро будет слишком поздно, чтобы принимать меры. Приговор Ли Фэю был провозглашен очень быстро, потому что группа людей уже вошла в лес и направлялась к ним. Если нет, то давайте временно скроемся от наших врагов. Ли Фэю предложил, казалось бы, прекрасную идею, но Хань Ли не имел намерения прислушаться к его совету. Кривая душа, кроме того, что в синей мантии, инфорсера, я хочу, чтобы ты уничтожил всех в этом лесу. Хань Ли повернул голову, глядя на великана. Что? Ли Фэю был ошеломлен, когда услышал слова Ли Хань. Но прежде чем он опомнился, огромный гигант Хань Ли со скоростью урагана стремительно направился в темноту леса. Почти сразу голоса членов банды одичавшего волка вскрикнули. А я? Ах! Кто это? Черт, там засада. Это? Что это за монстр? Беги, быстро! Ой! Крики от ударов раздавались по лесу, превращаясь в какофонию, прежде чем они медленно угасли. Вскоре была только тишина. Ли Фэю непонимающе уставился в сторону леса с лицом, полным недоверия. Глава 79. Допрос. Огромный гигант нес человека из леса в одной руке, словно маленького птенца. Его тело было покрыто пятнами крови, и вкупе с зеленым одеянием гиганта было похоже на цветущее персиковое дерево. Ли Фэю вдохнул холодный воздух. Огромный великан подошел, бросил человека в синих мантиях на землю. Вскоре Ли Фэю почувствовал едкий запах крови. Выражение лица Ли Фэю изменилось, он неосознанно шагнул назад, обхватив себя руками. Огромный гигант не последовал действиям Ли Фэю, наоборот, он шагнул вперед и встал за Хань Ли молча и неподвижно, словно он никогда не покидал это место. Только тогда Ли Фэю выдохнул. Он вдруг издал смешок, когда посмотрел на человека на земле в синих мантиях и исподтишка поглядывая на спокойного Хань Ли. «Я не понимал, как ты можешь быть так спокоен и собран?» Так, а причина была в гиганте за спиной. «Почему ты не сказал мне раньше? Ты вызывал у меня беспокойство все это время». Хотя он и выглядел внешне спокойным, сердце Ли Фэю дико дрожало, когда он начинал догадываться о связи между зелеными одеждами великана и Хань Ли. Хань Ли мог догадаться, о чем Ли Фэю думал, но он не собирался что-либо объяснять ему. Убрав загадочную улыбку, Хань Ли спокойно сказал: «Этот человек в синих мантиях, он должен знать много информации. Кто из нас собирается его допрашивать? Я чувствую, что ты, заместитель начальника отдела, должен иметь больше опыта в этом, чем я. Я оставлю его тебе». Заметив, как Хань Ли уклонился от допроса, он знал, что Хань Ли не имел намерения рассказывать ему о темном гиганте. Ли Фэю не мог сдержать беспокойство в душе. Однако, касательно допроса инфорсера, он был крайне заинтересован. После того, как он услышал предложение Хань Ли, он быстро его принял. Ли Фэю поднял человека в синих мантиях, легко оттащил в лес и начал свой допрос, в то время как Хань Ли неторопливо сел на ближайший островок травы. Через некоторое время Ли Фэю вышел из леса с мрачным выражением лица. «Почему ты так быстро? Есть какие-нибудь новости, которые мы могли бы использовать?» Хань Ли не вставал, он только шевельнул бровями при вопросе. Что за малодушный трус, я еще даже ничего не сделал ему, и он уже рассказал мне все. Что касается новостей, есть две новые. Одна хорошая и одна плохая. Какую ты хочешь услышать первой?» Ли Фэю депрессивно ответил: «Дайте мне хороших новостей. По крайней мере, мы будем счастливы услышать это», — Хань Ли равнодушно сказал. «Хорошая новость заключается в том, что твое предположение относительно плана банды одичавшего волка было правильным. У вспомогательных сил нет намерения инициировать атаку,
Они хотят окружить долину, завладев другими горными вершинами. Между тем, их главные силы мобилизуются к месту встречи Солнца, чтобы начать агрессивную атаку. Он сказал, что они уже получили контроль над многими важными форпостами. Ли Фэю говорил спокойно, как если бы он не заботился о безопасности людей с высоким уровнем полномочий. Если это была хорошая новость, нет необходимости спрашивать дальше. Плохие новости должны быть по-настоящему страшными. Хань Ли почесал нос, он сказал это с уверенностью. Воронье радио, прямо в точку. Плохая новость заключается в том, что несколько небольших сект, таких как Ассоциация метателей копья и разрушенной воды, присоединились к атаке банды одичавшего волка против горы Небесной Радуги. Кажется, наша секта Семи Тайн переживает неминуемую катастрофу. Хань Ли замер в шоке, услышав эту новость. Это было за пределами его ожиданий. Мы не должны заботиться о количестве нападавших. Было бы лучше удовлетворить молодых возлюбленных и обслугу и оставить здесь под прикрытием от хаотического боя. Хань Ли был вполне собран, когда он сделал это рациональное предложение. Ли Фэю быстро выразил свое согласие, так как этот план удовлетворяет его потребностям. «А этот парень, как же ты поступишь с ним?» Хань Ли вдруг спросил. «Я убил его. Ты хочешь сказать, что мы должны были взять его с собой?» Ли Фэю холодно ответил. Услышав это, Хань Ли слабо улыбнулся, положил одну руку на землю и остался в сидячем положении. «Пошли. Мы должны стараться избегать любых врагов. Если мы не сможем сделать это, то убьем всех тех, кто мешает нам. Нет необходимости проявлять милосердие», Хань Ли говорил мягко, но его слова содержали безграничную жажду убийства и кровожадности. В долине Руки Бога двор старейшины Ли в настоящее время был завален людьми. Там были мужчины и женщины, все молодые и старые. Они, казалось, не имели ни малейшего представления о боевых искусствах и обсуждали что-то приглушенными голосами с испуганными выражениями на лицах. Рядом были две фигуры в черных одеяниях, снабженные мечами и саблями, при дворе, охранявшие их неусыпно. По сравнению с людьми внутри двора, они были очень привлекательными. В гостиной одного из домов, в центре обсуждения были два человека. Я против того, чтобы посылать людей на улицу. Наши оборонительные позиции здесь не так сильны, и если я все равно пошлю людей, не наша позиция еще больше ослабится. Нет, абсолютно нет. Средних лет толстяк с огромным пузиком обрызгал слюной все, когда он быстро качал головой, решительно возражая. Но мы не знаем, что там происходит. Если мы не пошлем людей, чтобы разведать, не будет ли это сродни ослепления себя? Это слишком пассивно. Человек, который спорил против толстяка, был никто иной, как Мажун, старший ученик старейшины Ли. Пассивно. Так и будет. То, что происходит там, не имеет ничего общего со мной, и для меня безопасность важнее. Это лучшее место, в котором можно оказаться в этой ситуации. Не говори мне, что ты собираешься игнорировать мои приказы. Толстяк, прищурив маленькие глазки, вдруг вынул золотисто-желтые таблетки из кармана, встряхнув медальоном перед Мажун, у него появилось выражение невыносимого высокомерия на лице. Мажун взглянул на толстяка, обратив внимание на медальон. Вздохнув, он сложил руки и ответил, чуть было не осмелился. «Я буду следить за исполнением ваших приказов». Глава 80. Встречая врага. Эта команда с медальоном была эквивалентна имеющему личный авторитет лидеру секты Ван. Владение медальоном позволяло обрести власть над всеми со статусом от ученика до старейшины. Этот толстяк оказался надежным помощником лидера секты Ван, который, по слухам, был близким родственником лидера секты. Поэтому любые заказы и сообщения для лидера секты Ван будут переданы через этого человека. Не так давно лидер секты Ван дал этой командный медальон в спешке из-за желания спросить старейшину Ли, кто был на вершине горы, для обсуждения определенных вопросов. Однако после этого толстяк закончил отдавать приказы и чувствовал, что тут же быстро вернуться после захода солнца будет слишком утомительным. Воспользовавшись доверием, которое оказали ему,
он остался в особняке старейшины Ли и воспользовался моментом для отдыха перед возвращением вниз с горы. Старейшина Ли беспомощно согласился с ним, потому что он не смел ему возражать. Он организовал, чтобы Чжан Сюэр и несколько других учеников спустили его вниз с горы, как только солнце сядет. Однако спустя небольшое количество времени серьезные изменения произошли на вершине горы из-за нападения банды одичавшего волка. Этот толстяк был несравненно труслив, поэтому, естественно, он не захотел возвращаться в одиночку. Впрочем, среди людей во дворе было много членов семей учеников, принадлежащих к секте Семи Тайн. Большинство из них не знали ни одного единоборства, и из-за этой неспособности они потеряли голову от страха, когда звук хаоса достиг их. Что они могли сделать, к счастью, Мажун был довольно решительным. Он незамедлительно обратился за помощью к 20 ученикам, которых Ли Фэю оставил для него и собрал их всех вместе. Так как они все были собраны, они не могли сбежать ночью и встретить какие-либо неудачи. Так как это место находилось довольно далеко на перевале, эти люди не понимали ничего, что происходит. Даже если бы они услышали сигнал тревоги и громкие боевые крики, в конце концов, весь этот шум принадлежал к тому, что происходило снаружи, они не понимали, что происходит. Таким образом, после того, как Мажун быстро проанализировал ситуацию, он планировал направить несколько человек выйти на улицу и узнать новости. В это время толстяк, который был нисколько не способен в боевых искусствах, действовал обманным путем. Он не только мешал им добывать информацию, он также опирался на медальон, чтобы отнять власть Мажуна над младшими учениками. После этого он планировал найти безопасное место и зарыть голову в песок. Мажун понимал, насколько важно иметь достоверную информацию о противнике. Он попытался обсудить этот важный вопрос несколько раз с толстяком, но толстяк был слишком напуган, чтобы заботиться об этом. Поскольку толстяк злоупотреблял властью медальона лидера секты Ван, Мажун даже не было позволено лично разведать все вокруг. Казалось очевидным, что толстяк возложил ответственность за охрану своей жизни на Мажун. Мажун был в гостиной, он тревожно, как кошка по раскаленной крыше, ходил по кругу. Тем не менее, он до сих пор подчинялся этому невежественному толстяку. В секте Семи Тайн для тех, кто не подчинялся, следовало суровое наказание. Легкие проступки были наказуемы прекращением культивирования и изгнанием из секты. Однако было бы трудно сохранить жизнь, если бы он совершил тяжелое преступление, потому что единственным наказанием для этого была казнь преступника. Мажун полностью осознавал, что происходящие снаружи события были для секты вопросом жизни и смерти, но он сам не мог совершить ни шаг. В этот момент Мажун хотел убить так называемого надзирателя. Между тем, Хань Ли и Ли Фэю не имели ни малейшего представления о происходящем, они спешили к резиденции старейшины Ли. По пути туда они встретили несколько бандитов, и им приходилось избегать или уклоняться от врагов. Они также как можно чаще прятали свои следы. Но когда они были достаточно далеко от места жительства старейшины Ли, они бежали прямо на группу черно одетых людей и, следовательно, были не в силах скрыть свое присутствие. Это была их первая встреча с врагом. Там было более 10 одетых в черное людей, держащих стальные сабли. Они окружили Хань Ли, Ли Фэюя и Кривую Душу со всех сторон. Изучив их нашивки, Хань Ли сделал вывод, что те, кто имел одну линию белой вышивки на рукавах, были самыми слабыми в группе, их было большинство. Военные художники с двумя белыми линиями, вышитыми на рукавах, были немного сильнее, но самыми сильными противниками были те, с 3 белыми линиями. Было ясно, что человек со шрамами на лице был лидером этой группы. Оглядев группу, которую они окружили, человек со шрамом был озадачен. И это было неудивительно. Стоявший посередине Ли Фэю был с растрепанными волосами, и его внешний вид был грязным, он выглядел так, словно он был поваром из гор. Глаза Хань Ли были безэмоциональными, а его кожа была темной, как у фермера, который не знал боевых искусств. Однако их телосложение произвели большое впечатление. Они также носили шляпы из бамбука. Кроме того, среди них была Кривая Душа.
Эти трое странно выглядели вместе. Даже несмотря на то, что лидер со шрамом имеет достаточно опыта в Цзянху, он все же был несколько озадачен. Он направил взгляд на своих подчиненных, не давая им терять бдительность. Затем он громко крикнул в сторону противоположной стороны: «Независимо от того, кто вы, секта Семи Тайн уже повержена. Сдавайтесь, и вам сохранят жизнь». Хань Ли улыбнулся, повернул голову к Ли Фэю и сказал: «Кто займется этим? Или ты предпочитаешь доверить это дело кривой душе?» Как только Ли Фэй услышал его слова, его глаза его сверкнули зловещим блеском. Он сурово ответил: «По одежде этих людей видно, что они низкоуровневые из разрушенного водораздела. Я охотился и убивал бандитов из банды одичавшего волка долгое время. Позвольте мне излить свое негодование на них. К тому же, так получилось, что у меня есть против них оружие». Когда Ли Фэй закончил говорить, вражеские силы рассеялись, как веер. В мгновение ока перед Ли Фэю уже стоял человек, одетый в черное. Человек в черном был удивлен и почти забыл о своей стальной сабле. Однако он обнаружил, что его сабля вдруг оказалась в руках врага. Он поспешно отпрянул в панике, но было уже слишком поздно. Линия света сверкнула, отделив голову от тела. Серии движений, которые были аккуратные, шустрые и быстрые, как молния, Ли Фэй уже убил многих из секты разрушенного водораздела, похищая их сабли, прежде чем они могли среагировать на него. Лица людей, которые остались в живых, стали сильно меняться, особенно изуродованное лицо лидера. Так как его боевые искусства были гораздо большими, чем у других, его сердце утопало сильнее. Он отчетливо вспомнил встречу с этими гибельными экспертами в прошлом. Тогда он не мог противиться им, поэтому он решительно повелел: «Все, отбой! Отступаем! Быстро послать сигнал и вызвать людей для подкрепления». Эта фраза привлекла внимание других мужчин в черной одежде, и они быстро отступили. Из-за того, что они изначально стояли кругом, они быстро разбежались, бросившись в рассыпную. Некоторые побежали в сторону, хватаясь за что-то у своей груди. Похоже, они делали какой-то сигнал. Черно одетый мужчина с двумя вышитыми линиями побежал. С лишь нескольких шагов он уже был на расстоянии нескольких чжанов. Он тайно радовался, думая, что в бегстве была какая-то надежда на спасение жизни. Однако он не заметил ощущения прохлады на шее. Лезвие пронзило его кадык и тут же исчезло без следа. Видя это, он не мог не быть поражен током. Он хотел кричать во всю глотку, но уже не мог чувствовать свое тело. Потеряв все силы, он беспомощно смотрел на тело, он медленно развалился, безвольно упав спиной на пол. Он больше не был способен ни на один шаг. В этот момент он понял, что меч неожиданно проник в его горло. Этот человек в черном чувствовал непонимание. Он явно отбежал очень далеко, так как он мог умереть так быстро. С большим усилием он повернул голову в сторону. Перед лицом смерти он видел в свои последние мгновения тень. Легкая, с косой, как перышко, тень промелькнула и исчезла. После этого другой ученик из секты появился, и белый свет вспыхнул. Меч пронзил горло другого ученика еще раз. Его тело тоже упало на землю с текущей из горла кровью. Став свидетелем этого убийства тенью, мужчина в черном улыбнулся и принял свою смерть. Он не хотел умирать в одиночестве. Вскоре его сопроводят и многие другие. Эта тень была похожа на демона, и маловероятно, что один из черно одетых учеников сможет ускользнуть от этого демона.